Сяо Янь уже скоро отправится на остров драконов пустоты, чтобы помочь Цзи Янь. Она поглотила фрукт происхождения дракона и феникса, однако в процессе не смогла выдержать всю эту энергию и превратилась в твердый кристалл. Могло помочь лишь небесное пламя Сяо Яня. Многие не знают, однако драконий остров скрывает страшную тайну. Он разделен на 4 части, каждая из которых воюет друг с другом. Им очень нужен лидер с королевской родословной, ею может быть Цзи Янь. Как такое произошло и в чем причина? Поскольку Сяо Яня вызвали сами драконы, то они поведали ему свою тайну. Всем известно, что племя древних драконов пустоты очень сильное и находится на первом месте среди волшебных зверей континента. Остров древнего дракона пустоты, на который прибыл Сяо Янь, на самом деле не является полным островом. Это всего лишь 1/4 от первоначального. Сяо Янь был поражен, когда услышал рассказ старейшины драконов пустоты. А что с другими 3 частями? Возникает логичный вопрос, кто виновен в такой ситуации и можно ли как-то объединить остров? Почему Цзи Янь ничего не говорила Сяо Яню раньше? Племя древних драконов пустоты было разделено на 4 части, когда отец Цзи Янь пропал без вести. Остров также был разделен на 4 части, каждый из них свободно дрейфует в измерении пустоты. Другими словами, племя древних драконов пустоты, которого страшатся все звери, да и эксперты тоже, на самом деле не целое. Эти 4 части называются Южный остров, Восточный остров, Северный остров и Западный остров драконов. Сяо Янь и Цзи Янь вместе со старейшиной Чжули, защитником Хэй Цином и остальными находились на Восточном острове. Сяо Янь сначала не мог поверить в подобное. Он даже не догадывался, что происходило в племени драконов пустоты, и Цзи Янь ему также не рассказывала. При этом, ощутив множество пугающих аур вокруг, даже 1/4 их силы была уже такой мощной. Что же тогда можно сказать о полной силе племени древних драконов пустоты? Неудивительно, что они существовали с древних времен и считаются сильнейшими. Время от времени 4 острова драконов встречаются в измерении пустоты. В то время они обязательно вступают в битву. Каждый из вождей остальных 3 островов хочет доминировать в племени, однако их сила мало чем разнится. Поэтому племя древних драконов пустоты до сих пор остается в расколотом состоянии после стольких лет. Вот почему, когда Сяо Янь помогал Цзи Янь, на них напали другие драконы пустоты. На других 3 островах нет древнего дракона пустоты с королевской родословной. Точнее, они есть, но их родословные далеки от той чистоты, как у Цзи Янь. Причина, по которой старейшины так стремились, чтобы Цзи Янь поглотила фрукт происхождения дракона и феникса, состоит в том, чтобы она стала лидером, а затем объединила племя древних драконов пустоты. Сяо Янь внезапно осознал, почему древние драконы пустоты не проявляли себя в течение этих лет. Это было не потому, что они не хотели, а из-за внутреннего конфликта, из-за которого они не могли отвлечь свое внимание на борьбу с другими могущественными врагами. По этой причине таким племенам, как племя Небесного Феникса или племя глубоководных питонов, разрешено властвовать в мире волшебных зверей. Драконам пустоты просто некогда, ведь у них настоящий раскол и борьба за власть. В древние времена только предки фениксов и питонов обладали достаточной силой, чтобы сражаться с племенем древних драконов пустоты. Поэтому племя древних драконов пустоты до сих пор обладает такой тайной. Их секрет и способность хранить такую информацию слишком хороши. Никто на центральных равнинах, включая сильнейшие племена зверей, даже не догадываются о ситуации на Драконьем острове. Едва ли какие-либо фракции на континенте знали о внутреннем конфликте их племени. Поэтому старейшина Чжули обратился к Сяо Яню с просьбой держать это в строгой тайне. В конце концов, если эта информация распространится, с абсолютной уверенностью можно сказать, что некоторые крупные фракции, которые конфликтуют с племенем древних драконов пустоты, попытаются вмешаться. Если в конфликт между 4 ветвями драконов пустоты вмешаются другие эксперты, это принесет лишнее кровопролитие и вражду. Сяо Янь, естественно, понимал серьезность ситуации и заверил в своей полной лояльности. Восточный драконий остров, на котором находилась Цзи Янь, все же являлся сильнейшим и более важным, а также одним из центральных подразделений древнего племени дракона пустоты. Племя слишком долго страдало от внутренних раздоров. Восточный драконий остров, как и его союзники, стремятся объединить все части, но это приводит к постоянным столкновениям между различными фракциями. Действительно, ситуация очень сложная, и только Цзи Янь могла все изменить. Как дочь императора драконов, она обладала правом, но еще не была достаточно сильна. Вы только представьте, такая громадная ответственность легла на эти маленькие хрупкие плечики Цзи Янь.
От нее зависела дальнейшая судьба всего племени драконов пустоты. Но поскольку Сяо Янь взялся расплавить энергетический кристалл Ци Янь, он тоже играл немаловажную роль. Цзи Янь в настоящее время является единственным представителем в племени, кто обладает полной королевской родословной. Если с ней что-нибудь случится, и если процесс обжарки пламенем выйдет из-под контроля, вполне вероятно, племя драконов пустоты никогда не сможет снова объединиться. К счастью, у Сяо Яня все получалось. Он сумел расплавить верхний слой и приступил к внутреннему, поскольку затвердение энергии произошло и внутри Цзи Янь. А вот в чем не повезло, два других острова, западный и южный остров Дракона, напали в самый неподходящий момент. Руководители этих островов – люди с большими амбициями. Они определенно не позволят кому-то с настоящей королевской родословной появиться. Началась самая ожесточенная битва. Врагов было слишком много, поскольку два острова объединились и пришли за Цзи Янь. Старейшина Джули и Хэйцин яростно атаковали. Пройдемся немного по рангам. Старейшина Джули, что встретил Сяо Яня на острове и поведал всю эту тайну, был третьим старейшиной на уровне мнимого святого Бан Шен. С ним был еще один старейшина Ци Ю на ранге мнимого святого, Хэйцин, как мы уже знаем, на 7-8 звезде почтенного воина. Что касается врагов, Сяо из западного острова, что привел многих драконов, был на уровне полусвятого Бан Шен. Мань Янь из северного острова, вероятно, на том же уровне или чуть сильнее. Но они, естественно, не были главными. Короли трех островов прислали своих командиров с войсками. Кроме этого, было очень много других экспертов послабее. Сяо Янь, сидевший перед большим котлом, смог почувствовать хаос во внешнем мире. Его наполненные кровью глаза смотрели на большой котел. Руки продолжали резко формировать печати и контролировать температуру. Месяц без отдыха и необходимость выполнить такую пугающую задачу хватило бы, чтобы утомить эксперта на вершине уровня почтенного воина до полного истощения. Однако Сяо Янь пережил эту ожесточенную борьбу. Несмотря на свою выносливость, он стал рассеянным. Глаза Хэйцина с тревогой смотрели на Сяо Яня. Его кулак медленно сжался. Он знал, что Сяо Янь уже на пределе. У того был очень напряженный период времени, и он ни разу не расслаблялся. Продолжая так, он мог нанести себе серьезный урон. Мы узнали о такой сложной ситуации на острове Драконов Пустоты. В дальнейшем мы рассмотрим, удастся ли Цзи Янь спасти всех. Также хочу напомнить о нашем телеграм-канале Киномикс. Здесь можно смотреть видео, если YouTube не очень хорошо работает. А еще мы часто общаемся на темы Дунхуа и обсуждаем различные интересные вопросы. Ссылочка в описании. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.